Всем привет! Сегодня мы рассмотрим очередной тестовый продукт от компании Xiaomi. Это вот такая вот индукционная насадка для сохранения воды, для экономного ее использования. Написано, что произведено в виде Xiaomi Youpin. Это такое подразделение компании Xiaomi. Она выпускает там определенные товары, тестирует их, некоторые люди их покупают, и потом в зависимости от спроса они тогда решают уже именно под своим брендом выпускать. Комплектация вот такая вот: ключик, инструкция. Автоматическая инфракрасная индукционная насадка для экономии воды, для кухни, ванной, раковины, крана и так далее. Здесь все разрисовано, поэтому даже без русского и английского языка можно как-то разобраться. Габариты, заявленные производителем, 60 на 34 на 49 мм. Рабочее давление от 0,5 до 0,8 мегапаскаля. Степень защиты IPX6, способ зарядки USB. Преимущество: индуктивно сливает воду, то есть включает экономия воды, удобно разбирать и собирать. Супер длительный срок службы батареи, защита от перелива воды. Комплект поставки: сама насадка, вес ее примерно 105 граммов. 6 комплектов адаптеров, которые подходят практически под любые смесители. Монтажный ключ, 3 уплотнительных кольца сеточки и в принципе инструкция и все. Стоит насадка в Китае примерно до $20, уже с доставкой к вам. Насадка нужна для удобства и для экономии воды. Смеситель все время у вас по сути будет включен ручкой, но вода будет литься только тогда, когда вы задействуете один из двух сенсоров: боковой либо нижний. Нижний сенсор работает на расстоянии от 0 до 10 см, боковой работает на расстоянии от 0 до 5 см. Вот такое вот микро-USB гнездо для зарядки данного устройства. По заявлению производителя, при полной зарядке он будет работать у вас больше, чем полгода. Внутри куча сеточек, но он не разборной. Такая вот наклейка с характеристиками устройства. Она полностью срывается, и там уже ничего нету. Сверху вот такой вот переходник на 3/8. С помощью него накрученный на ваш смеситель адаптер прикрепляется именно вот эта вот насадка. Сразу я получил данное устройство и зарядил его до полного. Видите, взял он 162 мАч. Хватит на полгода, может даже и больше. Но все элементарно, обычный микро-USB шнур от вашего телефона, практически от любого. Все зарядилось, все хорошо, сейчас с вами будем устанавливать. По поводу размеров хочу внести некоторые поправки, смотрите. Возможно, кому-то это даже будет критичным, но длина вашего смесителя получится теперь на 5 см как минимум больше с этой насадкой. То есть, если у вас гусак и так высокий и очень низко он падает в мойку, то, возможно, он вам не подойдет. Потому что места для посуды, для рук и для всего остального станет намного меньше. Поэтому смотрите на эти размеры и следите. Начинаем процесс установки. Вот такой вот смеситель у меня, маленький не берем в расчет. Это для обратного осмоса. Большой откручиваем у него верхнюю часть. Легко откручиваться даже рукой. Но если у вас более-менее новый кран, то будет также. Возможно, придется использовать какой-то ключ. Из 6 комплектов мне подошел самый большой, М22. И также, соответственно, берем самую большую сеточку, вставляем туда и накручиваем именно на смеситель. Накрутили. Ключиком из комплекта нужно зажать данный переходник. Одеваем ключик и поджимаем. Соответственно, смотрите, чтобы не сорвать резьбу и чтобы не сломать вот этот вот адаптер пластиковый, потому что, скорее всего, накроется он, если вы сильно зажмете. И насаживаем нашу с вами насадку. Клацает. Если нет воды, включаем воду. Включили воду. Вот так вот работает нижний сенсор. Видите? Поднес руку, вода течет, пока рука либо иной предмет находится под сенсором. Как только убираете, вода практически сразу прекращает течь. И вот так вот работает боковой сенсор. Вода течет непрерывно 3 минуты, либо пока вы не поднесете руку еще раз. Это если нужно набрать куда-то воды подольше. Штука довольно-таки удобная. Возьмем боковой сенсор и наберем вот эту вот емкость полную воды. Удобно, за 3 минуты наберется, поэтому, чтобы остановить воду, вам необходимо провести опять рукой. Не забывайте, что чтобы установить насадку, у вас должно при накрученном уже на смеситель вот этом набалдажнике оставаться вниз до низа мойки либо раковины еще как минимум 15 см, чтобы сенсор постоянно не работал.
И слева тоже для бокового сенсора, слева-справа, чтобы не было никаких предметов, в зависимости от того, с какой стороны у вас расположен сенсор. Вот такая вот штука кому-то, конечно же, покажется полезной. В Китае, да и другие уже страны-производители делают прям смесители с таким встроенным сенсором. Ну, стоят они пока что немало, а качество, возможно, и похуже. Можно крутить ее в любую сторону, установите для левши, для правши, как будет удобно, как лучше, смотрите сами. Ну и, конечно же, не забывайте при установке полностью хорошо затягивать резьбовые соединения, а также, когда уходите, когда заканчиваете мыть посуду и так далее, мыть руки, уходите из дома, все-таки выключайте обязательно на кране. Все, спасибо, до встречи.